В сентябре в Алматы прошел концерт Димаша Кудайбергена. Дорогие друзья, своими впечатлениями о посещении концерта Димаша в Алма-Ате поделились его преподаватели. Думаем, что вам будет интересно узнать, где же пройдет следующий концерт Димаша. Амалжол Дүйсенович Исмагулов и директор Актюбинского музыкального колледжа имени Жубанова Дина Ниязова, концертмейстер, педагог. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что нашли время, посетили нас. Очень интересная беседа, я так думаю, у нас будет, потому что действительно среди телезрителей наших очень много поклонников Димаша Кудайбергена. Вот чего вы ожидали от этого концерта, скажите, пожалуйста. Я лично хотела увидеть масштабы все-таки тех людей, которые любят Димаша. Все это в соцсетях есть, но вместе с тем, когда мы все собрались на стадионе, было понятно, что это были не все желающие, которые смогли попасть. Диарс из 68 стран мира. Вот это да. Да, практически пересекли нашу границу Казахстана. И их было чтобы попасть много. На концерт. Да, чтобы попасть на концерт. Они все собрались на препати. Это была небольшая вечеринка перед концертом, где они сами друг с другом знакомились, где они говорили, откуда они приехали в Казахстан, в Алматы. Вот, поэтому хотелось быть просто маленькой частью вот этого большого Ну, ваши шоу. Впечатления какие? Восторг. Оправданно? Конечно, конечно. Безусловно, да. Вот Димаш лауреат многих конкурсов, да, от китайского I'm Sing до славянского базара Беларуси. Вот какие изменения произошли в его манере, стиле? Нет, конечно, он сейчас уже ведет себя как опытный артист. Вот. От того молодого, все-таки неопытного парня уже ничего не осталось. Есть такой очень хороший, уверенный в себе парень с прекрасными голосовыми данными, с большим талантом, с очень огромным сердцем. Замечательно, да, вот вообще не изменился, ну, то есть многие говорят, ловят звезду, да, или как по-нашему это в бытовом, Мне кажется, смысле, он никогда нет? не поменяется. Он вот какой он Все был, такой же приземленный, все тот же наш Димаш, да? Да, по-человечески добрый, очень открытый, честный, он, мне кажется, таким и останется всегда. Ну, вот у каждой звезды есть райдер. Да? Как вы думаете, вот Димаш капризная звезда? Вы его райдер видели, изучали, нет? Что там, какие вкусности, какие потребности? Насколько я знаю, в этот раз, наверное, впервые, да, он сам режиссировал все. Так. Сам над этим работал долгое время. Готовился к концерту очень ответственно, поскольку он знал, что при большое количество людей, поклонников, Диарс, фан-клуб, и, как сейчас Дина говорил, 68 стран мира. Это немало. Это показатель. Да, и мы до концерта даже с ними повстречались в нашем колледже. Часть из них проезжала через Ахтубе, и затем поехали в Алмату на концерт. Были, значит, Диарс из США, Перу, Франция, Китай, Вьетнам, Польша, Норвегия. Да. И еще там где-то около 10 стран было. Италия, Аргентина, они Украина. Они заезжали к нам в колледж, и, естественно, мы экскурсию провели, полностью показали классы, где он занимался. И повезло им то, что в этот день работал Марат, педагог Димаша. Они были в классе у Марата Айтимова, а также посмотрели, как он ведет урок. Даже он с ними поработал. Они не вокалисты, но им было интересно, они не хотели оттуда выходить. Вот. Потом мы показали небольшой концерт фольклорного ансамбля, чтобы они послушали казахскую музыку. Ну, естественно, тут мы подготовились немного в национальной одежде. Вот, сыграли где-то 5-6 номеров, спели на казахском языке народные песни «Күй». Все это им было, конечно, очень интересно. Я на дудочке поиграл на сестре, на шонкобузе. Они плясали, хлопали, радовались этому. Но сразу было видно, что они приятно были всему этим удивлены, потому что как-то непринужденно, ненавязчиво, как они пришли, мы так их встретили. И сделали максимально так, чтобы им было приятно и комфортно. Я думаю, у нас удалось. Затем они поехали домой, где он проживал, по улице Черепанова. Ну и дальше уже у них свой маршрут был. И я видел в их лице благодарность ту. Вот они приехали, значки там привезли, какие-то картины. Все это они дарили колледжу. И вот у нас есть стенд в колледже на первом этаже, и мы там все это разместили. Приезжает другая партия, фан-клуб, то же самое, привозят что-то, спрашивают. Вот. И я очень рад, что вот парень, который когда-то у нас учился, никто не предполагал,
что вот таких высот достигнет. И благодаря Димашу, наверное, уже можно говорить, что Казахстан знает больше людей. Многие говорят на казахском языке, изучают историю, читают стихи Абая, играют на домбре. Наверное, такого еще артиста и политика не было в нашей стране. Вот. И, в общем, много поклонников, и это радует, конечно. Ну, звездность парень не поймал, нет? Нет. Нет? Все-таки к людям как к своим, да, относятся? Я так думаю, что вообще очень много, наверное, каких-то ограничений связано все-таки с какой-то безопасностью. Если бы была такая возможность у него, допустим, общаться со всеми, я так думаю, что он общался бы с большим количеством людей. Но сейчас это уже нереально и невозможно, потому что армия поклонников, фанатов, она просто Миллионная, да. Но это действительно восхищает на Но самом он деле. чем отличается от других вот, артистов прежних, вот, и я такого не видел, чтобы действительно, когда он говорит, в него веришь, и когда слушаешь, и все это так западает в душу, вот прямо от сердца к сердцу, что называется, да? И он ведь к этому готовится, все продумывает, мне кажется, так, потому что все так хорошо было. И какая-то даже импровизация была в том плане, что обычные концерты проходят 2 часа, да, ну максимум 3, а здесь около 4 часов был концерт. Мы думали, вот-вот завершит уже все, апофеоз, все нормально, оркестр играет, Фурман Газы, казалось бы, уже все, а он продолжает дальше, там рукой махнул, видимо, запас какой-то есть. И как он говорит, тут его учитель Айтимов, когда он с ним беседовал, он что-то многовато. Вот, ну, вроде ты устанешь, да? А он говорит, я почувствовал драйв, не могу, говорит, остановиться. Иду дальше, дальше, дальше. И вот я вижу, прямо видно на экране же, да, он вспотевший, бегает по сцене, танцует, все это здорово, конечно, легко. Но все равно мне так было его жалко. Конечно же, молодость, 3,5 часа поработать на сцене, не каждый сможет солист. Конечно, там на разогреве были другие, вот, но я потом уже говорил Ханату, маме, я говорю, не надо так делать, себя расходовать. Надо себя щадить, жалеть. Ты же еще нужен нам. Посмотрите, все для народа, все для людей, да? Да, ну он как первый концерт в Казахстане, столько людей приехало, его прям выдал. Молодец, молодец. Но я думаю, второй концерт и площадку организует больше, да, и вместимости будет я не еще думаю, что больше. есть у нас какие-то площадки больше. Здесь получается Значит, 30 тысяч человек. на мировом уровне, где-нибудь в Европе соберем. Ну, следующий концерт будет в Минске, как мне говорила Так. Света. Это в декабре месяце. Я перспективу спрашивал. Я вчера звонил буквально вечером. А они ехали уже из Астаны в Алмату на машине с Ханатом, уставшие, видимо, все. Но столько они столько сил отдали этому концерту. На следующий день, ведь там еще Алмата-арена, была встреча с этим фан-клубом, да. Вот, и я туда не пошел. Вот, знал, что там людей будет очень много, чтобы чье-то место не занимать, да. Вот, но мне звонили мои родственники, друзья, и многие хотели к нему попасть, чтобы он там автограф дал, подарки получил. Я звоню, никто телефон не берет. И после 12 где-то Ханат взял трубку, алло, такой выдохший весь, алло, да, Вики, что это. Я говорю, там пропусти, пришли люди, хотят это. Он говорит, ну давай завтра. Устал уже. Конечно. Я говорю, все, спасибо. Я понял сразу, в чем дело. И вот они, видимо, 2-3 дня уже отдохнули, сейчас они едут в Алмату. Света с Ханатом вместе едут в машине, ехали вчера вечером, тоже, видимо, еще до сих пор. В себя не пришли совсем. Ну, это грандиозное, масштабное такое было мероприятие. Буквально весь город на ушах. Когда ехали мы, значит, в машине, уже перед концертом я видел прям на улице толпы людей, причем иностранцы, в основном, которые сразу видно, что они иностранцы, транспаранты какие-то там-то, про Димаш, в общем, они к этому готовились, они прям с гостиницы пешком шли. Некоторые, я когда подъехал в 2 часа к стадиону, уже там стояли фанаты, которые были здесь, у нас в колледже, они меня узнали, у них подарки там. И тут еще подарили мне подарок. Заходит. Я говорю, еще 6 часов, там еще часа 3 надо. Нет, мы приехали ради этого, мы выдержим. Представляете, Какие и фан-клуб молодцы. ведь не сидел, да? Они стояли. Там была фан-зона. Мы-то все сидели, у нас там вип-места. А они там в центре, вот, где футбол играют, там все это застелили. И они на ногах 4 часа выстояли. И бегают пасы, куда он, и они за ним туда. Какие молодцы. Но это действительно успех, это достойно аплодисментов и низкого поклона. И такая любовь к аудитории, к нашим гражданам и вообще к людям всего мира, потому что такое количество поклонников. Но вот все-таки, чтобы выявить такой талант еще в школьном возрасте, да, во время учебы, он же не сразу проявляется. Как определить, что человек талантлив, да, вот эту изюминку в нем найти? Вообще у детей, мне Начните кажется... с Дины, потому что она с младенца его вела, когда он пришел на фортепиано, она все это помнит. Да, Дина.
Вообще, в принципе, есть дети, категория детей, которые не раскрываются сразу. Это правда. И есть такие, которые очень долго сидят, как будто чего-то выжидают, а потом вот взрывается, и это все выходит наружу. А бывают дети, которые с самого начала понятно и ясно, что он очень музыкально одарен. Вот по Димашу было ясно, что он музыкально Но одарен. это все-таки наследственное, да? наверное? Ну, скорее всего, да, конечно. Но в любом случае он, конечно, вообще родителей переплюнул, честно Я говоря. хочу сказать, многие журналисты мне вопрос задавали. И я вот как думаю, мне кажется, естественно, прежде всего это кровь, наследство, да? Первое, бабушки, дедушки, они пели, играли на домбре. Папа, мама то же самое. Второе, он попал в хорошие руки к преподавателю. Я бы сейчас сказал, с мировым именем уже. Его уже приглашали и в Европу, и в Астану, в Алмату. Он никуда не поехал, я этому беспредельно рад, Патриот. что он остался здесь. Он говорит, а кто мне все дал? Я никуда не поеду. За это я благодарен, конечно, Марату. Так, учитель хороший, да? И третий, конечно, его талант и трудолюбие. Поиск, он же всегда находится в поиске. Что-то новое, интересное находит, я думаю, вот на какой-то предел. Нет, в следующий раз он даст концерт, уже какие-то восточные мелодии, не только казахские, но и, скажем, там азербайджанские, макомы, магомы, шашмакомы, туркменские, турецкие и так далее. Все, он же Восток уже полностью выдает. Что-то новое, да? И думаешь, откуда это все? Значит, он ищет постоянно себя, что-то новое. И этим он интересен. Но вот все-таки талант должен трудиться? Или вот таланту все дается легко? Вот я вам сейчас скажу на этот Так. счет. Все мы знаем встречу, да, видели поединок Головкина с Канело. И вот он туда поехал друга поддержать. Его друг действительно Головкин. И он там спел гимн. И вот сейчас в народе говорят, кто победил, Канело или Головкин? И мне один так сказал, победил Димаш. Потому что его слушали. Вот. Ну вот, естественно, там ночь у нас день. И вот когда они обратно уже летели, самолет большой, Боинг, мне рассказывали, что он не успевал отрепетировать все те движения, которые должны быть на концерте. Танцевальные номера, где он поет и танцует с подтанцовкой вместе. И он их повторял в самолете. Просто там в Боинге большое помещение было, где находились стюардессы. Ну, большое, как мне говорят, помещение, большое, видно, как комната. Вот. И он пришел, говорит, вы меня знаете? Они говорят, да, можно фотографироваться, автограф. Все. Потом говорит, вы не могли бы мне разрешить потанцевать здесь? Они говорят, зачем? У меня через 2 дня концерт, а я еще движение не выучил. Они говорят, хорошо, все сели, снимают, он там движение отрабатывает, вспоминает что-то, включил, значит, танцует. Все это, да? И 3-4 часа там в самолете в воздухе, пока летел, он репетировал. Естественно, он еще в себя как-то не совсем пришел, потому что там ночь, здесь день. Это значит, опять надо адаптироваться. Еще тут же раз на большую сцену. Ну, молодость, конечно, все это преодолевает. Но я для себя не стал его жалко. И я родителям говорил потому, он должен себя щадить. Он нужен еще нам. Это же не последний концерт. Он на взлете и так далее. Но, как он говорит, драйв не может остановиться. Энергия, молодость, Да. да? Это здорово. А кто помогает Димашу? Его родители стали продюсерами, правильно? Да, родители, конечно, прежде всего, это папа, который все время находится рядом с ним. Но еще один есть продюсер, я фамилию сейчас его не помню. Он как сюда приезжал, когда здесь проходил международный конкурс, да? Бахт-Табала летом. Вот он сюда приезжал. Вот они все им помогают. И что мне понравилось в этом концерте еще, как всегда, он не только себя показывает, он ведет за собой молодежь, начинающую молодежь. Там был Давид, который здесь гран-при занял, Бахт-Табала, и получил путевку в Евровидение. Алматинец, он маленький мальчик, там он спел на разогреве. Была еще Байдукенова, Рухия, поддерживали, человек 5-6 они пели. Затем в концерте принимали участие, ну, пели песни молодых композиторов казахстанских, и известных, и неизвестных. Он какие-то пел уже известные песни, затем вот начинающие, вот он опять известный. То есть он всегда тянет за собой молодежь. И там еще был Айсултан, это его друг, наш парень, да, тоже? Который был барабанщиком. Барабанщиком. Когда сказали, его близкий друг поет Айсултан, я думаю, это он или не он? А он не пел же, он был барабанщиком, ударный заканчивал у нас. И он неплохо спел, кстати, и мне понравилось. А вот вы заговорили о конкурсе, да, Бахт-Табала. Как Димаш и конкурс связаны? Расскажите. Ну, по-моему, это он с папой, они вместе, с мамой втроем
затеяли этот конкурс в Ахтубе. Но все это, конечно, нас радует, но единственное, огорчает то, что это последний конкурс, который был в Ахтубе, они этот конкурс забирают в Астану. Ну, естественно, масштабы такие, это уже республиканского международного уровня. И вот он, когда был здесь летом, в августе, Канат сказал, что этот конкурс теперь будет проходить в Астане. С одной стороны, вроде приятно, то, что столица, там масштабы другие, но им виднее, конечно. Пусть растут, мы этому только рады. Здорово. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Мы ждем вас у нас в гостях. Спасибо. Да, с новыми рассказами, новыми героями. Всего хорошего вам, самого-самого доброго, главное здоровья. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.